И мы в эфире. Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Паучок, ваш гид по паранормальной мультивселенной. А со мной мой гениальный техногуру Сквазик. Чё как? Сегодня мы раскроем секреты межпространственных порталов. Существует множество, возможно бесконечное, плоскостей бытия, вибрирующих на других физических частотах, нежели наша. Некоторые из них безобидны и прекрасны, большинство странны или вовсе непостижимы. А есть измерения, полные невыразимого ужаса и боли. К счастью, границы между мирами обычно непроницаемы, и пересечь их невозможно. Но на Земле известно о нескольких порталах. На данный момент подтверждено всего 3 локации. Одна в Карпатах в Румынии, другая подводная в море и в Дарьянском разломе между Колумбией и Панамой. Правильно, Дарьенский пробел. Портал в Дарьенском разломе, самый печально известный. Первые упоминания встречаются в документах и дневниках шотландских поселенцев, пытавшихся основать колонию в этих краях в конце 17 века. Они описывают встречи с безмолвными бескожными существами, которых замечали в джунглях. Те следили за поселенцами ночами, с неподвижными и мерцающими глазами в свете факелов. Так вот, один из поселенцев подробно описывает встречу в своем дневнике. Прошлой ночью я с 2 товарищами отправился на разведку побережья под покровом полуночи. Когда мы пробирались через утесы, наши уши ударил глухой стон, словно рев раненой коровы. Опасаясь за сохранность нашего скота, мы двинулись на звук, вглубь тенистых зарослей джунглей. Наши фонари едва освещали путь, еле выхватывая из мрака ужасное чудовище. Оно было похоже на уродливого быка, но искаженного, жестокого, с человеческими чертами. Плоть облизала, обнажив блестящие сухожилия в свете факелов, словно с монстра кожу эту содрали. О, глянь! Звонит один из наших суперфанатов! Алло? Да, вы в прямом эфире нашего шоу-подкаста. Как вас зовут? Привет, это Мейсон. Давно смотрю ваш подкаст, давно смотрю, сейчас звоню, да. Ха-ха, привет, Мейсон. Рад, что тебе нравится наше шоу. Да не очень, если честно. Меня возмущает, как вы беззаботно распространяете ложь и выдаете ее за правду. Вон, на прошлой неделе вы показывали сюжет в Индиго в лесу. Но это же явно видео с регистратора, ребят, ну правда. Вы там хоть что-то проверяете перед тем, как показывать тут? Откуда информация? Источники? Ссылки? Отличный вопрос, Мейсон. Дело в том, что если я скажу откуда, нас обоих убьют. Скорее всего, сбросят в яму с голодными и людоедскими свиньями. Людоедские свиньи, ты туда залезаешь, они тебя... Извини, ты сейчас вообще о чем? Спасибо за звонок, Мейсон. Ладно, возвращаемся к дневнику. В одно мгновение с жуткой силой чудовище набросилось на моих товарищей, разрывая их на части дикими клыками и бивнями. Обезумев от ужаса, я бросился бежать, задыхаясь, пока я не добежал до сторожевой башни. Только там я пришел в себя. Крики ужаса все еще звенели в моей голове. На рассвете изуродованные останки моих товарищей нашли. Вину сразу свалили на индейцев. Я промолчал, чтобы не сочли сумасшедшим и не изгнали из колонии. Или не наказали за трусость. К полудню их изувеченные тела предали земле без почестей, рядом с теми, кто скончался от лихорадки или зловредной чумы этой земли. Этот мрачный отчет, одно из первых описаний существ,
проникающих через портал в Дарьенском разрыве. Но это было только начало документированных ужасов, растянувшихся на 3 столетия. С вами был Паучок. И я, Сквозик. И как всегда, сомневайтесь во всем и следуйте за белым кроликом.